Друзья, всем привет! Давно на канале не было свежих видео, которые касаются обновлений для стоковых приложений. Немножко их за последнее время подсобиралось, ну и потому сегодня выходит данный видеоролик. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Как я уже сказал в самом начале данного видео, их собиралось небольшое количество, ну и поэтому давайте разбираться, что же интересного разработчики за относительно последнее время выпускали. У нас первым подопытным выступает смартфон Poco F6. Да, казалось бы, новинка недавнего времени, и на нем должны быть такие вот многие новые функции, которых нет в других аппаратах. Но это не совсем так. И, к примеру, разработчики обновляют для всех смартфонов Poco рабочий стол, ну или же Poco Launcher. Да, это боль многих пользователей, и у кого есть Poco Launcher, напишите об этом в комментариях. Там мы с вами пообщаемся, насколько вам в принципе нравится данный лаунчер. Но я раньше был сторонником, конечно же, больше MIUI лаунчера и сейчас впоследствии системной оболочки, нежели Poco Launcher. Но в последнее время разработчики его немножечко улучшили, прокачали и добавили многие такие интересные возможности. Хочу вам напомнить, если вы не знали, что в смартфонах Poco можно использовать классический вид расположения иконок на рабочем столе. То есть это не только, что у нас меню приложения можно вызывать, а и классический режим. И многие, кстати, пользователи отмечали, когда они ставили версию, которая вот сейчас перед вашими глазами, 7590 от 28 мая, они были удовлетворены тем, насколько устройство стало лучше работать. Это касается у нас части и по анимации, это касается части и по быстродействию, и, конечно же, по оптимизации. Вы можете поставить там на Poco X3 Pro, можете поставить на Poco F4, F5, F5 Pro, ну и так далее. И действительно вы увидите разницу по сравнению с тем, что было. И видно, что разработчики в данном моменте, немножечко так улучшают Poco устройство. Что же касается дополнительных возможностей, которые могли бы появиться, тут, увы, у нас ничего сверхнового нет. Также еще хочу напомнить, что если у вас актуальное устройство, у вас в настройках рабочего стола будет минус первый экран. Тут вы можете активировать ленту виджетов, и это будет означать следующее, что вы можете включить обновленные виджеты, которых как бы то не особо ждали на Poco смартфонах, но на удивление разработчики это добавили. Так что еще одна такая приятная фишечка для многих смартфонов Poco. Но мы с вами следуем далее. Следующее приложение — это безопасность. Оно у нас 9.1.4, конечно же, глобальная версия. И вот тут могут быть определенные моменты и нюансы. Что я имею в виду? Что в зависимости от смартфона будут открываться и добавляться свои определенные фишки. Если мы с вами рассмотрим, допустим, Poco F6, то в разделе питания ему добавляются такие возможности, как вот, допустим, параметры зарядки отдельным разделом выводятся и режим проводной зарядки, пониженное напряжение и максимальная скорость. Я, кстати говоря, когда делал относительно недавно видеоролик с обзором прошивки на Poco F6 и показывал этот раздел, многих заинтересовал вопрос, а почему при пониженном напряжении устройство может перегреваться, и возможно это какая-то проблема в плане перевода. Нет, друзья, это действительно так. И действительно разработчики ничего не перепутали, то есть в плане локализации тут проблем нет. Так что при пониженном напряжении и максимальной скорости зарядки у нас будет перегреваться устройство. Это есть такая вот небольшая фишка, которая тут у нас добавляется. Еще если у вас новое устройство Poco F6 и вы хотите получить еще дополнительные фишки, конечно же тут еще стоит зайти в раздел защита батареи, где добавляется у нас ограниченная зарядка до 80%, и больше она идти не будет. Да, как бы мелочь, но приятно. А в дополнительных функциях у нас просто все было почищено от таких разделов, которые мы с вами, грубо говоря, не использовали. Еще в дополнение по безопасности хотел бы вам показать смартфон Xiaomi 14, где также я обновил это приложение. В параметрах зарядки у меня лишь только будет режим максимальной скорости, будет лимит зарядки, реверсивная беспроводная зарядка, понятное дело. По защите батареи у меня лишь только будет оптимизированная зарядка, и в дополнительных функциях будет чуть-чуть больше опций. Так что вы видите, что в зависимости от смартфона, а также того, что хотят разработчики активировать, у вас, соответственно, будут появляться определенные функции.
После рассказа об этом обновлении у многих, наверное, будет определенный когнитивный диссонанс. Потому что одни авторы рассказывают, что нужно срочно заморозить, отключить, вырезать это приложение. Но я наоборот говорю, что обновляйте его, ничего с ним такого сверх не будет, и как-то негативным ключом это приложение действовать на устройство не будет. Это, конечно же, всеми любимый Джо Йонс. Когда-то многие считали, что данное приложение, оно очень негативно сказывается на устройстве, там с рекламой связано, как-то оно его может понерфить, вызывать перегрев, и тому подобное. Но в какой-то момент разработчики решили его обновить там до актуальных версий, в принципе переработать его механизм, и данное приложение нам позволяет убрать тротлинг там в приложениях, в играх, а также улучшить максимальную производительность. Да, как бы это ни звучало, но на практике это так. Я, кстати, когда-то на канале делал такое отдельное видео касательно данного приложения. Если я его смогу найти, в описании под этим видео я его оставлю, и вы сможете ознакомиться с тем, как данное приложение действительно улучшает производительность вашего смартфона и убирает тротлинг. Ну и последнее у нас с вами на сегодня, это, конечно же, системная оболочка. В последнее время ее как-то так интересно обновляли, не то чтобы хаотично, но были определенные вопросы. Но вот версия 4.39.15 от 21 июня. Также могу отметить, что данная версия улучшает работоспособность вашего устройства, она улучшает оптимизацию, и быстродействие. Я не заметил каких-то катастрофичных лагов, фризов, подвисаний и прочего. Да, опять же, вы можете сказать, что это Xiaomi 14, но также я провел тестирование и на других смартфонах Xiaomi, которые более такого, среднебюджетного класса, там предфлагманского класса, и там также я не замечал никаких проблем. Что вот отличает именно системную оболочку или же бывший MIUI лаунчер от Poco лаунчера? Конечно же, это появление такого раздела, как поиск. То есть это жест вниз по рабочему столу. Мы выходим, допустим, сюда, и вуаля, смотрите, у нас проявляется поиск и такая интересная группировка приложений. Да, вы можете сказать, что это не совсем удобно в повседневе, но, как говорится, почему бы и нет, если разработчики дают возможность этим пользоваться. В любом случае, обновление стоковых приложений — это очень такая тонкая история, потому что можно обновлять себе так смартфон, что там где-то английский вылезет, что где-то вообще у вас не можно будет откатить приложение до там заводской, которое идет по умолчанию в телефоне. Так что тут нужно быть очень и очень осторожным. Для того и существуют такие видеоролики, в которых я вам рассказываю, что стоит обновить, что в принципе вы можете получить после этих обновлений, да и вообще имеет ли смысл обновлять то или иное приложение. Все сегодняшние приложухи из видеоролика, конечно же, были заранее протестированы, я посмотрел, что и как работает, никаких проблем не обнаружено, аппараты работают, полноценно они функционируют и никаких проблем не наблюдается. Ну а если о чем-то забыл упомянуть, смело пишите об этом в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.